Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zero Hour. Карта Raisin Forest, снизу антипро, подрывной генерал Гла, сверху же стартует Экскал, супероружейный генерал США. Игра в рамках турнира Strange Old Worlds или Странные миры. Суть в том, что игроки сражаются на картах, которые по той или иной причине не завоевали популярность. Приз 160 баксов. Данная игра в рамках второго раунда турнира. Экскал, четырехкратный чемпион мира, в данный момент уступил свой чемпионский пояс Маракару. Что же касаемо антипро, один из тех, кто занимается сайтом Game Replays, неплохой игрок, стример, организатор мировой серии. Ну что ж, два сапплая, военный завод казарма от Галашника. Вот здесь вот рабочий проставить, надо его на сапплай отправлять, пусть добывает. Разбег по-прежнему идет, надо позиционочку занимать. Очень много ресурсов на карте, как бы по деньгам никто из бойцов нуждаться явно не будет. И уже дроп от Экскала, я так полагаю, что под вышку, все верно, это ракетчик, да, и будет в домик засаживаться и уже мешать Глашнику вышки-то захватывать. Без продажи КЦ стартует Экскал, добывает пока, ну сколько здесь, один чинук, здесь также один чинук, надо добавлять казарма, электростанция, и я так полагаю, что мы ждем захвата, да, захват уже изучен, и Экскал, я так полагаю, что это? Это, по всей видимости, был рейнджер, еще и дропнул здесь дозер, мешает добывать и летит выше по карте. Я думаю, что эту вышку также Экскал хочет себе захватить, и ставится Эми Патриот, начинает дефаться боец сверху справа, наверное, так скажем, и уже захватывается вышка. Антипро тем временем бежит направо, своим рабочим ставит норку, также норка сверху, и вот здесь интересно, достаточно норочка, за коробками спрятался рабочий и строит нору очень близко к бывшему чемпиону мира. Спамятся тем временем ракетчики, я так полагаю, что в домик также будет здесь такая дефная позиция, да, то есть уже как-то свои фланги здесь Экскал прикрывает. Ну, а дозер не стоит на месте, и рабочего сейчас просто задавят. Норки здесь пока не суждено состояться. Патриот готов, слева сверху норочка от антипро готова, можно ставить сапплай, тем более, что деньги на это есть. А так, пока в сумме у антипро 3 сапплая, и уже, я так полагаю, едет подрыв. Либо это техничка с ракетчиком всего лишь одним, а может даже и с рабочим. Вот здесь норку нужно достраивать. Ставится филд, ждем, я так полагаю, Альфа Аврора, но пока не ставится еще стратегический центр. Повесил дрон здесь Экскал и хочет захватить вышку. Здесь есть рейнджер минус рабочий. Справа сапплай от антипро практически готов. Сверху слева сапплай строится, и в сумме сейчас у антипро просто будет 5 сапплаев, денег куча. И рабочему вновь не суждено здесь достроить норку. Вновь тот самый дозер, который ранее рабочего отменил, и сейчас рабочего отменяет, и через ракетчика Экскал каркас норы будет закрывать. Еще два подтягиваются втроем-то смогут, а здесь ракетчик уничтожен от ракетчика Экскала и от Эми Патриота. Ставится еще одна казарма, филд практически готов, ну и ждем стратегический центр. А вот вышку, кстати, у Экскала здесь, да, захватить не удалось. Антипро как бы отконтролировал, скорее всего, этот момент. Ну и через ракетчика пытается бывший чемпион мира здесь ее уничтожить, но два ракетчика от Гла будут пробивать домик, а потом, наверное, подъедет какая-нибудь техничка или квад, может быть, и ракетчика закроет. Может, даже антипро себе вышку-то и захватит. Ну и атака. Техничка с одним скрапом, высадился здесь антипро, да, здесь 5 ракетчиков, пробивает Эми Патриот, а каркас норы, кстати, был отменен, ставится стратегический центр, коробки также Экскал здесь добывает, по экономике все очень даже хорошо, плюс еще есть вышка, и практически уничтожен Патриот, каркас норы, я так полагаю, да, рабочий бежит вперед. Техничка по-прежнему заморожена, ракетчики будут брать ее, скорее всего, на лазерлок, ну и вскрывается Патриот. Есть из него 3 рейнджера, можно попробовать закрыть одного из ракетчиков Гла, но идут квады, и с помощью квадов можно перебить пехоту СВГшнику. Есть уже у Экскала флешки, квады работают, но лазерлок... -1, -2. Идет техничка, передавливается пехота, -2 ракетчика, ну и минус течь, здесь подрывник обратно в техничку засаживается, рейнджера также нужно отменять. Стратегия бомбардировка от Экскала, и появляется Каманч. Идет техничка вперед.
Камань сразу же ее пробивает. Там 3 подрывника, и неужели они успеют добежать? И они добегают до стратегического центра. Только-только Экскал его отстроил, и уже он погибает. Квад работает по пехоте. Через ракетчиков Антипро пытается убить Филд. Квад работает по Чинуку, а надо бы по Каманчу. Каманч Квад, по всей видимости, да, закроет. Возможно, даже пехота бы помогла, но Каманч оказался быстрее, но падает. Есть еще один Квад, который Каманч сбивает. Много пехоты, плюс есть полковник Бартон, и Квад отступает. Но тут есть еще 4, и, в принципе, можно попробовать посражаться. Но, кстати говоря, Экскал успел, да, заказать Альфа Аврору, но вдарила она куда-то явно не туда. Но забрала один Квад, ну и по пехоте, по собственной, Экскал тут вдарил. Лазерлок, Квады справляется, еще 2 здесь остается. Минус пилот, там полковник Бартон. Я думаю, что он не будет встревать здесь как-то, да? Минус дозер и распродажа филда. Есть еще и сколько здесь? 4, да, ракетчика. Можно пробовать, в принципе, на лазерлок брать. Но Экскал этого не делает. И обратите внимание, что до сих пор нет военного завода. Вновь отстраивается стратегический центр. 2 норки от Антипро рядом уже с позициями Экскала прокатывают. Ставится еще Патриот. И еще один начинает строиться. Лазерлоки только пехотой работает сейчас. Экскал, филда у него нет, уничтожили. Точнее, он его распродал, а мог и потерять. Квады были достаточно близко. Серч готов, вновь стратегия только уже Search and Destroy и новый Филд. Лазерлок и Эми Патриот, конечно, хорошо помогает, морозит квады. Вот здесь бы, конечно, не помешали бы рейнджеры, но есть полковник Бартон, который ракетчиков закрывает. И слушайте, что произошло. Здесь Джарман Кэл, который выбил пилота из дозера, и появляется теперь уже у глашника командный центр американца и каркас электростанции. Сейчас Гла будет с энергией. Угла на данный момент качает 1, 2, 3, 4, 5 саплаев. Так еще и электростанция будет, еще и командный центр американца. А у нас СВГшник, на секундочку, есть уже дворец. Скоро мы увидим технологии Гла, а может быть даже и Филд, и будут просто летать Альфа Аврора и Экскала уничтожать. И ставится молекулярная пушка сейчас. Вновь глашник наступает, но я не знаю, с такой экономикой флуатит Антипро достаточно сильно, еще энергии появляется, но добавь заводы. Добавь заводы просто и начни спамить там лютое просто количество квадов. Вот рокетбаги появляются, опять же есть дымомбайки. И просто душить Экскала. Экскал вообще такое ощущение, что играет как-то на каком-то вот действительно расслабоне. Пробивается Патриот, минус дозер, работает тем временем Альфа Аврора и минус Квад. Но 2 ракетчика осталось, с помощью рейнджеров можно было бы их уничтожить, плюс рокетбаги также можно было бы попробовать также убить. Но тут есть Квад. Есть Квад, еще нора от Антипро достаточно близко. Можно даже, наверное, и уже и давать саплай. Поддавливают. Достаточно сильно сейчас Антипро поддавливает своего соперника. Лазерлок на Квад. Квад трехлучковые потери. Байки идут вперед. Эми Патриот не достраивается пока еще, но я думаю, что успеет все-таки Экскал, и Альфа Аврора вдарила, забрала здесь несколько юнитов. Лазерлок на Квад. Квад тем временем бьет по рейнджерам. Минус Квад, лазерлок отработал, и рейнджер может даже закроет оставшихся ракетчиков Гла. Ну и надо уничтожать, естественно, рокетбаги. Новый дозер. Достраивается, я так понимаю, молекулярка, и летит А10. Уже 3-й ранг у каждого из бойцов. Антипро нужно давать каркас КЦ, чтобы получить кэшбаунти. У Экскала, скорее всего, сейчас в повышениях А10 и снайперы, и минус вышка захватить не удалось. КЦ и электростанция у Антипро готовы, дозер есть. И можно пробовать, наверное, развиваться и выходить уже в американские какие-то технологии, да? Но вот как раз-таки Антипро-то этим и занимается. Он ставит просто Эми Патриот рядом с еще одним своим саплаем. Это уже 6-й на очереди. И, кстати говоря, можно ставить еще и сюда сап. И этим Антипро занимается. Денег просто куча. И работает Спектр Ганшип. Работает Спектр Ганшип, минус Стингер позиция, и работают Альфа Авроры, которые разбивают также 2 норы Антипро. И сейчас просто остается саплай Антипро без защиты, ну разве что Квады и рокетбаги будут тут прикрывать. И еще один Патриот от Экскала, достаточно близко здесь к границам базы. На маленьком клочке пытается тут сражаться бывший чемпион мира. Ставится еще Патриот, ставится еще один Филд, опять взлетает Альфа Аврора. Нужно бить.
И минус 3 юнита. Круто. Ракетчики, лазерлок. Тем временем рейнджеры. Это рейнджеры уже от Гла. И вполне возможно даже все-таки Экскал здесь отобьется. Да. Отбивается и Ребель Амбуш. Ребель Амбуш, минус Эми Патриот, минус Дозер. Вновь идет квад. Здесь снайпер от Экскала, который работает по рабочим антипро. Лазерлок. Квад в итоге снайпера просто передавил, но был уничтожен с помощью ракетчиков. Бартон также на страже. И новая норка от Глашника. Я не знаю, с такой экономикой можно, наверное, было бы уже и поставить Скатшторм, почему бы и нет. Но пока антипро идет только в спам черных рынков. По-прежнему все идет на левом фланге. Вся атака сосредоточена здесь, не меняет антипро свой вектор. И сейчас будет минус еще один квад, но с потерями. Экскал теряет 2 ракетчика. Стоит снайпер и будут уничтожать рабочих. Пробивает потихоньку здесь сапплай. И ну я думаю, что с помощью Бартоном вообще можно было бы попробовать заминировать. Но антипро не ждет уничтожения своего ресурсного центра. Просто распродается. Вновь взлетает Альфа Аврора. И сейчас будет минус 1 нора. Тут вторая Альфа Аврора. Вторая норка также закрывается. Сеть тоннелей сокращается. Напоминаю, что готова молекулярная пушка. Через минуту 40 будет залп, я так полагаю. И до сих пор нет военного завода. Экскал вообще не интересует хаммеры с ракетчиками, я так полагаю. Ну а антипро тем временем поставил американский сапплай и ставит филд. Я думаю, что в будущем мы увидим стратегический центр и ответный Альфа Авроры, я так полагаю. Дозер идет от Экскала вперед, ставит Эми Патриот. Тем временем Бартон и снайпер пошли вперед. Тем временем также летят Альфа Авроры, которые уничтожают просто позиции Гла. И такими темпами Экскал просто доберется до сапплая Гла. Снайпер отрабатывает ракетчика. Вновь Альфа Аврора летит. Можно ударить по юнитам. И минус 2 квада, минус рокетбаги. Филд готов. Ну и ждем появления стратегического центра. А вот как раз и его каркас. Отрабатывает рабочих снайпер. Тем временем Бартон отрабатывает каркасы, но в итоге просто идет отмена и распродажа еще одного сапплая. В сумме теперь антипро остается... Ну сколько здесь добывает? На базе уже все откачали. Ну вот сапплай стоит, справа стоит сапплай. Ну выход в черные рынки. И рокетбаги, слушайте, начали работать уже с другой стороны. Тем временем Спектр Ганшип прилетел и уничтожит сейчас каркас просто... стратегического центра, и будет также уничтожен черный рынок, а также залетает Альфа Аврора, пробитие, ну черный рынок отстроится, а сапплай уничтожить до конца не удалось, но минус Дозер ставится, сапплай, и это уже Экскал, выгнал он отсюда Глашника, в итоге передумал ставить сап, я так полагаю, что... Да, он ставит его просто здесь, и сейчас чинуки отправят на коробки и на этот ресурсный док. Тем временем антипро отправляет свои юниты уже с другого, скажем так, ракурса, да, уже с другого фланга. Работает молекулярка, которая сжигает дворец, сжигает электростанцию, сжигает сапплай, и вполне возможно сейчас еще и заберет черный рынок. Шикарно. Шикарный Экскал, и такое ощущение, что... Экскал уже как-то играет скорее первым номером, чем вторым, как это было изначально. Ставится дроп-зона. И уже, кстати, вторая по счету. Альфа Авроры работают и прогоняют юниты Гла. Вот эти дамбы, насколько мне известно, можно уничтожить. Здесь разольется вода и будет сложнее маневрировать по карте. В итоге все юниты здесь практически антипро перебили. И из всей пачки осталось только 3 квада до 4 ракетчика. Ну и тем временем прилетел чинук, который подорвал филд. Я очень люблю на самом деле, когда так используют чинуки, когда перехватывает глашник, да, технологии американца, потом просто спамит чинуки, садит туда подрывников, прилетает и подрывает, и Ребель Амбуш, и минус 2 филд. Я так полагаю, что уничтожены просто все Авроры. Все Авроры сейчас антипро уничтожил Экскал. У Экскала уже 5-й ранг, ставится новый филд. Снимает свои чинуки, Экскал отправляет на ресурсный док, а тем временем продолжается наступление антипро, и это либо топливная бомба, нет, это листовки. Это листовки, замораживают они только 2 квада, но и уже неплохо на самом деле. Пробивается домик, да, Экскал теряет свои позиции. Рокетбаги, наверное, нужно убирать, потому что очень много пехоты, и тем временем Экскал, точнее антипро этим-то и занимается. Квады идут вперед, уничтожают пехоту. Рокетбаги работают тем временем по Эми Патриоту. Квады идут вперед, бьют Дозер, а надо бы уничтожать ракетчиков, наверное. Теряет антипро свои квады. Лазерлок.
Минус рокетбаги, здесь рейнджеры, надо давить. Надо давить, надо в них не стрелять, их нужно просто передавить. Минус еще один квад. Антипро, мне кажется, давать надо еще больше нор здесь. Но пока он этого не делает, пытается с помощью баги уничтожить рейнджеров, но попытки тщетны и отступления. Квады идут вперед. Это самолет с дроп-зоны. Еще больше квадов дает антипро. И пехота уничтожается. А это уже топливная бомба. И, по всей видимости, Экскал не попадает, да. Но вот Альфа Аврора вдарит что надо. И просто минус раз, два, три, 4, 5, 6 квадов. Но до вышки антипро все-таки добирается. Двойная 10 летит. Минус рынок. Нет. Ударил по командному центру больше здесь Экскал, и до рынка достать не удалось. Но минус вышка, и летит Спектр Ганшип. Вот Спектр Ганшип, по всей видимости, сейчас добьет и электростанцию, и также добьет черный рынок, да? Все верно. Тем временем юниты антипро продолжают поддавливать, уничтожили вышку и подобрались уже близко к стратегическому центру. Лазерлок. И минус рокетбаги. Вторая рокетбаги, скорее всего, сейчас также будет потеряна. Но трехлучковый героический квад просто спрятался здесь в зданиях, скажем так, Экскала, и отстреливает пехоту. Одного за другим ракетчиков уничтожает. Можно попробовать уничтожить Сёрдж, да, этим антипро и занимается. Сёрдж потерян. Экскала проблемы, нужно перестраиваться. Летит Альфа Аврора, вполне возможно сейчас будет залп, но потеряет Экскал также и свою электростанцию вместе с этим квадом. Через 15 секунд запуск молекулярной пушки. Тем временем, кстати говоря, работает еще и полковник Бартон, который уничтожает военный завод. Их было 3, теперь 2. Черных рынков как-то маловато у антипро. И саплай это все кончились. Но здесь еще можно добывать что-то. У антипро как-то, по-моему, проблемы сейчас. И молекулярка на нолях стоит, ждет своего часа. Я не знаю, ну что-то с антипро случилось. Такое ощущение, что он... Вот серьезно, это вот, на мой взгляд, это вот то, как надо руинить игру. Просто в какой-то момент антипро вот сбавил обороты, сжигается ему и черный рынок, военный завод, саплай, еще один военный завод также попадает под снос. И, по-моему, это уже GG. Куча здесь Альфа Аврор, который просто сейчас все перебьет, и антипро потерпел поражение. Очень странная игра от Глашника. Как хорошо начал, как это говорят, начал за здравие, закончил за упокой. Вот так действительно нужно руинить игру. Смотрите, он даже ведь и собрал-то на 40 тысяч, даже почти на 41 тысячу больше, чем Экскал, да, как-то сколько было саплаев, вот сколько было ресурсов, была и энергия, и практически вышел в технологии американцев, ведь мог получить и Альфа Авроры, все было так хорошо, но в какой-то момент что-то случилось, Экскал просто перевернул эту игру и вытащил, как мы видим, шикарный поединок, я считаю. Надеюсь, что в будущем бойцы нас порадуют еще более шикарными играми. Ну а на этом все, бой окончен, статистика на экране, с вами был Алекс, играйте в генералы.